Здравствуйте, друзья! С вами Валерий Табаков. Тема нашего сегодняшнего видео достаточно актуальная. Очень многие мои слушатели, как я надеюсь, ожидают очередного выпуска на тему очередного судебного заседания по делу об убийстве Ирины Фарион и, соответственно, о продлении срока пребывания под стражей подозреваемого Вячеслава Зинченко. Заседание состоялось вчера, 13 ноября. Началось оно около 15 часов и продлилось примерно 1,5 часа. Что об этом событии нужно рассказать? Что там происходило? Ничего такого, скажем, примечательного, на чем хотелось бы сакцентировать внимание, на этом заседании не произошло. Но, правды ради, нужно сказать, что все же было несколько таких моментов, которые заслуживают нашего с вами внимания. В частности, первое – это выступление прокурора. Прокурор по фамилии Бабий докладывал, что нужно продлить запобежный заход, или по-русски меру пресечения, Вячеславу на том основании, что проведены еще не все экспертизы, а те экспертизы, которые начаты и еще не завершены. Досудебное следствие продолжено до 25 января 2025 года. В связи с этим требуется время, как говорит прокурор, чтобы Зинченко не натворил каких-либо бед, не взял бы в руки оружие и не начал бы принуждать свидетелей изменить свои показания. Поэтому прокурор взял Зинченко с помощью пенитенциарной системы в заложники и постоянно, вот уже на протяжении 4 месяцев, содержит Вячеслава под стражей. За это время, как сообщил прокурор, у них появились дополнительные доказательства, которые, в частности, включают результат портретоведческой экспертизы. О чем она, эта экспертиза? Экспертиза о том, кто же этот человек, то есть лицо, которое сидело на лавке во дворе дома, где жила Фарион, этот человек, который был там в панамке и очках, а фотография этого человека есть в материалах дела. Эта фотография попала туда, по всей видимости, из телефона жительницы дома, где в свое время проживала Фарион. Такая фотография есть, вы ее прекрасно помните. Эта фотография облетела все средства массовой информации. Мы ее с вами тоже видели и помним. Это фото. Человек, панамка, очки, красная футболка с длинным рукавом и так далее. В общем, такой вот антураж этого всего дела. И эта фотография была использована для портретоведческой экспертизы, для того, чтобы сравнить. По заявлениям прокурора Бабия, свидетели дают показания, что именно этот человек, который в панамке, очках и красной футболке, именно он убил Фарион. Как это они, эти свидетели, могут показать, если никто из свидетелей не видел момент убийства? По всей видимости, прокурор пытается ввести суд в заблуждение. В действительности, что там и как с этим человеком в панамке и очках, трудно сказать. Так о чем же эта экспертиза? Экспертиза о том, что вот этот человек в панамке и очках, сидевший на лавке во дворе дома, где проживала Ирина Фарион, именно этот человек является Вячеславом Зинченко. Для того, чтобы сделать такой вывод, эксперт использовал те видеозаписи или фотоматериалы, которые были получены следствием из зала судебного заседания. То есть следствие негласно для того, чтобы впоследствии использовать в портретоведческой экспертизе, использовали видео из зала суда.
взяли записи с этих камер и предоставили эти записи эксперту. Эксперт их сравнивал и сделал вывод, что Вячеслав Зинченко и человек в панамке и в очках – это одно и то же лицо. Что в этой связи следует заметить? Ну, во-первых, следствие опять же делает какие-то следственные действия, которые не отвечают требованиям Уголовно-процессуального кодекса Украины. В своем предыдущем видео на тему суда над Зинченко я уже анализировал те обстоятельства, которые имели место при произведении следственных действий, связанных с одерологической экспертизой, то есть экспертизой запаха. И вот в этой одерологической экспертизе при заборе материалов для экспертизы отсутствовали понятые. То есть следственное действие было произведено без понятых, и поэтому оно, это следственное действие, является процессуально никчемным, то есть не имеет и не может иметь значения для суда. Суд не имеет оснований учитывать результаты такой экспертизы при вынесении решения. То же самое произошло и с этой портретоведческой экспертизой. Для того, чтобы произвести следственное действие, то есть взять снимки Вячеслава Зинченко, с какого там следует ракурса, нужно, чтобы при вот этом действии присутствовали понятые, то есть свидетелей было полно, но как понятые, то есть как участники следственного действия, эти свидетели не участвовали, то есть эти люди, которые присутствовали в зале суда, не являлись понятыми, то есть они не несли никакой ответственности в процессе производства этого следственного действия, то есть взятия снимков и видео. Второй вопрос по этому поводу возникает такой. Почему именно фото Вячеслава Зинченко, который сидел в зале судебных заседаний, было взято для производства этой экспертизы? Может быть, еще какие-то там лица могли быть похожи на этого человека в панамке и очках? Почему следствие вцепилось именно в Вячеслава Зинченко? Это попахивает упрежденностью. Для экспертизы нужно было взять как минимум несколько человек, например, хотя бы фото прокурора Бабия, и провести экспертизу того, насколько прокурор Бабий похож на человека в панамке и очках. По-моему, прокурор Бабий очень похож на человека в панамке и очках. Вот надень на Бабия панамку, надень очки, посади на лавку, сфотографируй. У Бабия, на мой взгляд, такие же черты лица, как у того типа в очках и панамке. Абсолютно точно можно сказать, с 90% вероятности можно утверждать, что нижняя часть лица Бабия отвечает фото человека в панамке и очках, сидевшего на лавке во дворе дома, где жила Ирина Фарион, и который, по утверждениям свидетелей, не видевших момент убийства, и совершил это убийство, момент которого они не видели. Что не так с украинскими прокурорами? Кроме прокурора Бабия, еще следовало бы взять какого-то третьего человека, четвертого, и так набрать 10 лиц, и так вести экспертизу. А нет. Они взяли фото одного Вячеслава Зинченко и делают экспертизу. А потом делают вывод, что человек в панамке и очках – это Вячеслав Зинченко. Причем делают они это, используя те фото и видеоматериалы, которые изъяты без участия каких-либо понятых. Хотя следственные действия, как их следует производить? Вот есть ордер на производство следственного действия, на изъятие записи. Этот ордер выдается судьей. Затем приглашаются понятые, и эти понятые подписывают протокол следственного действия. Но в данной ситуации, насколько я понял, обстоятельства дела такие, что никаких понятых при совершении следственного действия не было.
Поэтому результат экспертизы можно подвергать сомнению, а все сомнения, опять же, по Уголовно-процессуальному кодексу трактуются в пользу обвиняемого. Но сама экспертиза, как об этом рассказал уже адвокат, сама экспертиза была построена на том, что сравнивалось лицо человека, который сидел во дворе дома, где жила Фарион в панамке и очках, в которой 65% этого лица закрыто очками, панамкой и всем остальным. Как можно установить идентичность по 35%? Правильно, максимум на 35% достоверности. Что за цирк нам предлагает следствие? Да и суд вместе с ним. Также адвокат сказал, что по мнению экспертов, к которым он обращался, единственный правильный вывод такой экспертизы может быть следующим, что определить идентичность Зинченко и лица в панамке и очках невозможно. И вот это был бы правдивый вывод такой экспертизы, но прокурор Бабий, видать, по своим каналам вышел на какого-то своего знакомого эксперта, и значит этот эксперт сделал какой-то невероятный такой вывод. По 35% открытых частей лица человека в панамке и очках, и еще поскольку следствие при проведении экспертизы сотрудничает с судом, то есть абсолютно очевидно, что такой вот суд, ну то есть следствие изъяло видеоматериалы из суда. И очевидно, что такой суд является упрежденным, то есть как бы участником следствия. И поэтому абсолютно необходимо требовать, чтобы это дело по подозрению Зинченко в убийстве Фарион было направлено в другой суд. Адвокатам стоит заявить такое ходатайство. Следующее, что там заслуживало внимания, это сообщение адвоката о том, что камера, которая находится во дворе дома, где проживала Фарион, и эта камера была направлена на место, где было совершено убийство, эта камера буквально за несколько минут до убийства, приблизительно в 19 часов, была отключена. А потом, сразу же после убийства, она была включена. Причем никаких отключений электроэнергии в это время в городе Львове и в этом районе, где было совершено убийство, не наблюдалось. То есть адвокат справедливо заявляет о том, что действительно кто-то отключил камеру намеренно, а потом намеренно ее включил. Причем он говорит, что ну ладно, предположим, Зинченко отключил камеру. Направлена эта камера на место убийства. Но свидетели утверждают, что человек в очках и панамке сбежал с места преступления. Кто же тогда включил опять эту камеру? Вот тоже интересный вопрос. Но следствие, по всей видимости, этот вопрос не интересует. Почему не интересует? Потому что вот такие вот прокуроры, о чем я еще хочу сказать, прокуроры, которые себе оформляют инвалидность, в частности в Хмельницкой области, во Львовской областной прокуратуре, тоже таких прокуроров хватает с липовыми инвалидностями, которые коррумпированы снизу доверху. Все вот эти прокурорские ОПГ, которые являются фактически преступниками и мародерами, и которым должно быть стыдно вообще за то, что они прокуроры, и что их коллеги занимаются такими вот вещами, то есть оформляют себе липовые инвалидности, проводят их через МСЭК для того, чтобы откосить от армии и получать многотысячные пенсии, то есть сотни тысяч гривен липовыми инвалидностями себе. Прокурор, коллега тех прокуроров, которые оформили себе липовые инвалидности, что скажете, он будет заниматься поиском убийцы? Да его там засмеют. Поэтому прокурору плевать на установление истины в процессе следствия. Его волнуют только доллары и мундир. Доллары и мундир. Он, прокурор, может быть, сам заинтересован в том, чтобы осуществить вот такое вот дело, для того, чтобы в результате вот этих вот разборок просто оформить себе
дополнительные премии, которые уже ряд прокуроров и следователей получили, еще не завершив дело. Такая вот ситуация. И прокурора не интересует, кто там отключил камеру, кто потом включил ту же камеру. Может быть, и сами прокуроры этим занялись, или там следователи. Но то, что их не интересует, вот это обстоятельство, тоже наводит на мысль, что, может быть, да, действительно, эти правоохранители, которые насквозь коррумпированы в Украине, именно они этим и занимались. То есть, как же может система охраны, видеонаблюдения так сработать, что именно та камера, которая направлена на место убийства, именно она отключалась, а потом включалась, так сказать, в нужный момент. Может быть, и не было никакого отключения и включения, просто они, то есть следователи и прокуроры, сфальсифицировали эту информацию. Камера на самом деле работала, просто органы следствия удалили запись и сказали, что якобы камера была отключена. Но это уже другой вопрос. Но тоже этому вопросу нужно уделить внимание в процессе следствия. Что там еще? Понятно, что судья вышел в совещательную комнату, и в зале начались как бы такие пикирования между сторонниками Зинченко и сторонниками Фариона. Что нужно заметить, что в этом судебном заседании в этот раз отсутствовала дочь Фариона, София, которая, так сказать, себя представляла безутешной и такой жаждущей крови подозреваемого Зинченко. Она отсутствовала в этом судебном заседании. Почему? Ну, когда было убийство? 19 июля. То есть это, скажем, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. 4 месяца уже прошло. Да, даже 4,5. Скоро будет уже 6 месяцев. Видно, София сильно занята. Чем занята? Занята тем, что собирает доказательства, документы для оформления наследства, которое она получит в результате смерти своей матери. Поэтому ее не интересует уже это следствие. Она занята своими личными делами, так сказать, денежными делами. Но что еще по отключению видеокамеры во дворе дома, где жила Фариона, которая была направлена на место совершения преступления? Кому подчиняются охранные фирмы, которые отвечают за камеры видеонаблюдения? Тоже желательно было бы выяснить. Может быть, они подчиняются местным органам управления Львова, где в частности работает дочь Ирины Фарион, которая имеет, с моей точки зрения, мотивы для того, чтобы организовать убийство своей матери. Но опять же, об этом я говорил в своих прошлых видео. И все же с этими камерами желательно разобраться. Так вот, началось там в зале судебных заседаний такое взаимное пикирование. С одной стороны сторонники Фарион, а с другой сторонники Зинченко. Сторонники Зинченко пришли в футболках, где изображен сам Вячеслав Зинченко, и начали скандировать «Свободу Вячеславу Зинченко». Сторонники Фарион в это время кричали «Ганьба! Ганьба! Ганьба!». Потом через некоторое время выполз какой-то мужчина, который сказал, что он инвалид войны, ему 60+, и что он из Луганской области. Ну, такая вот никому не интересная история. Потом какой-то одессит непонятный тоже пришел и начал обзывать русский язык каким-то вонючим. Любой язык, используемый для коммуникации, в том числе и русский, запаха не имеет. Поэтому этот одессит, наверное, страдает галлюцинаторным расстройством. Но чего не случится с психикой, когда на кону социальный лифт, обещанный своим сторонникам Фарион. Но безобразно себя ведут. И вот этот из Луганской области, и этот из Одессы. То есть как можно русский язык в Украине обзывать каким-то вонючим языком, если в 10 статье Конституции, которая имеет наивысшую
юридическую силу, русский язык имеет статус свободно используемого языка. То есть они оскорбляют граждан Украины, в том числе и военных, для которых русский язык родной. Некоторые из этих присутствующих сторонников Фарион спрашивают: а вы что, национальное меньшинство, что вы используете русский язык? При чем тут национальное меньшинство? Любой гражданин Украины, независимо от того, является он членом национального меньшинства или не является, такой гражданин имеет право использовать права любого национального меньшинства, даже если он не является членом этого национального меньшинства. То есть любой гражданин Украины имеет право свободно использовать в Украине свой русский язык, если он этого желает. Это установлено Конституцией Украины, а Конституция имеет в Украине наивысшую юридическую силу. И поэтому, если даже закон, скажем, закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, говорит о том, что в нем есть нормы, которые запрещают использовать русский язык где-то там на госслужбе или в системе образования, или в сфере торговли, то Конституция говорит, что русский язык свободно используем. Поэтому, поскольку Конституция имеет наивысшую юридическую силу, русский язык может быть использован во всех, без исключения, сферах. Дальше этот одессит совершенно безграмотно заявляет, что нужно радикализировать Конституцию и убрать из Конституции русский язык и его право на свободное использование. Но позвольте, это уже сужение прав. А сужение прав, которые закреплены в Конституции, опять же, самой Конституцией запрещены. Какой-то неадекватный одессит, да еще и в очочках, корчит из себя грамотея, а не понимает простых вещей. Поэтому вносить такие изменения в Конституцию, которые сужают объем существующих прав, опять же, неконституционно, то есть незаконно. Ну, покричали друг на друга. Потом фарионовцы начали кричать: «Слава Фарион!», а зинченковцы начали кричать: «Ганьба, ганьба, ганьба!», то есть позор. Ну, кому ганьба? То ли Фарион, то ли тем, кто кричит «Слава Фарион!». Я тут уже и сам не разобрался. Но, то есть, такие вот взаимные пикирования там были. Что же в результате? В результате, опять же, напомню, что портретоведческая экспертиза, она, по-моему, была с нарушением, то есть без понятых во время изъятия видеозаписи из зала суда и без достаточного количества лиц, которые сравнивались с лицом, которое сидело на лавке, в панамке, очках во дворе дома, где проживала Ирина Фарион. Поэтому эту экспертизу и ее результаты можно и нужно подвергать сомнению для установления объективной истины. Нужно также разобраться с отключением камеры, которая была направлена на место, где было совершено убийство. Такие вот два момента. То, что судья продлил действие меры пресечения, то это, ну, как бы само собой разумеется, поскольку подозрение, досудебное следствие, оно как раз говорит о том, что подозреваемый, он мог бы совершить это убийство. Ну, то есть подозреваемым мог быть любой человек, который более или менее подходит под обстоятельства убийства. То есть находился во Львове в то время, значит, можешь быть подозреваем. Также начинают фальсифицировать адерологическую экспертизу без понятых и без учета того, что адерологическая экспертиза не может ответить на вопрос, когда какой-то запах появился в данном месте. По всей видимости, для портретоведческой экспертизы видеоматериалы были взяты без понятых. Если же эти видеоматериалы взяты из суда, который рассматривает дело, то тогда можно говорить о том, что суд заинтересован. То есть это может свидетельствовать о нелояльности суда
И таким образом нужно в таком случае требовать, чтобы дело передали для рассмотрения в другой суд. С этими портретоведческими экспертизами тоже нужно разбираться, как это по 35% лица установить идентичность. Потом нужно разобраться с этой видеокамерой во дворе дома, где проживал Фарион, с этим экспертом, который сделал непонятно почему вывод о том, что Вячеслав Зинченко и лицо, которое в панамке и очках, одно и то же лицо, странный вывод. Вот с этим всем нужно разбираться. Ну и вот эти вот провокаторы, которые там кричат слава Фарион, и гоньба поддерживающим Вячеслава Зинченко, это действительно разжигание межнациональной вражды, внутринациональной вражды среди граждан Украины. Этого, конечно, не следует допускать. Но полиция, охраны правопорядка стоит и как-то абсолютно не реагирует на такие вот правонарушения. Вот, друзья, будем следить за тем, как будут разворачиваться дальнейшие события в этом деле. Спасибо вам за внимание. С вами был Валерий Табаков. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, распространяйте это видео. До новых встреч!